Добрый день, с вами ведьма Аграфина и мой канал Магии и Колдовства. Напоминаю, что я занимаюсь всеми видами магии, всеми видами ритуалов, начиная от защиты, чисток вас, вашего бизнеса, защиты вашей семьи, вашего дома, имущества и заканчивая откупом от дурной судьбы, от смерти, ритуалы на удачу, на достижение высоких достижений в любви, в деньгах, слава, подсадка беса, если кому надо на удачу, договор с дьяволом, решение вопросов с наказанием людей, которых вы не можете наказать, рассоры, также рассоры с соперниками, врагами, решение других животрепещущих вопросов. Также я занимаюсь, преподаю руны, таро. Информацию обо мне вы можете узнать из Инстаграм, средствах массовой информации, найти меня в ТикТок. Также у меня на Телеграм-канале есть ритуалы, которые я выкладываю, в силу того, что в других местах цензура мне не позволяет выкладывать данные материалы. Итак, сегодня у меня гадание, 3 варианта. Личная жизнь в 2022 году. Оно только для женщин подойдет. Любовная жизнь, такой тонкий вопрос, который очень сложно обсуждать. И мы все стараемся очень нежно к этому подойти на целый год, узнать, что бывшее, что будущее, что сегодняшние отношения, чувства, как это будет происходить, что это нам принесет, на что настроиться, что совет, на что забить, к чему быть готовыми, будет ли вообще что-то происходить по сути, как будет происходить. Может, мы сами эту личную жизнь как-то не пускаем или не готовы к ней. Выбираем, каждый выбирает свой вариант. Кто-то любит колоду выбирать, кто-то номер, кто-то ориентир. Итак, первая колода, первый вариант. С чем вы входите? Ваша внутренняя позиция такая. Открыты вы этим личной жизни. Как вы вообще это все смотрите? Вестник кубка. Очень хорошая карта. Карта такого резвого ребенка. Резвого человека, который наслаждается жизнью, легкий по жизни, веселится, не заморачивается. Одним словом, воспринимает мир как какую-то игру. Самая лучшая карта во всем, да, вот с таким подходом. С таким подходом. Самое важное играть, быть легким. Итак, что можно сказать о ваших сегодняшних отношениях или ситуации? Ну, кстати, тут есть мужчина. Причем мужчина стабильный, мужчина постоянный. Либо это мужчина, который помогает вам материально. Также мужчина знака Земли. Ну, вообще он есть и вообще не собирается никуда деваться. Ну, вот так вот. Либо вы четко знаете, что вот он у вас есть, или вы четко знаете, кто-то вас интересует. Причем он интересует уже давно. Ну, вот так, может быть так. Давно и стабильно. Что же у вас будет происходить с бывшими? Давайте начнем с этого вопроса. Что бывшие? Кстати, вам тут попрут бывшие. Много людей как бы переступят какую-то границу, может быть, захотят с вами встретиться. Эти люди, которые долго молчали, эти люди, которые, может быть, просто решили вдруг активно какую-то проявить. Причем это будет достаточно быстро. Начало очень такое многообещающее. Чувство легкости, какого-то интереса, может быть, к противоположному полу. Соответственно, видите, движняк такой, движуха пошла. Движуха, бывшие, появится много бывших, может быть и не один. Либо человек, который долго ничего не делал, вдруг начнет к вам двигаться навстречу. Мы сейчас узнаем, что это с этого выйдет, потому что тут еще мало много чего. Так, насколько вы притягательны, вообще вот в течение года по отношению к мужчинам, как они вообще на вас будут смотреть, что это будет, под каким
Ой, тут бывшие, слушайте. Бывшие все вспомнят о вас. Что-то карта, причем такие, которые, может быть, очень давно уже вас покинули, или вы просто с ними расстались. В общем, все это дело поплывет вверх, всплывает. Тут, конечно, много на бывших указывает. И он может быть не один. Видите, это очень давний бывший, это может быть не такой уж давний. Попрут бывшие и воспоминания. Также эта карта может указывать на то, что люди, с которыми вы будете, которых вы привлекаете, у вас чем-то будет напоминать бывших. Вот они такие же и будут. Хорошо это или плохо? Может, это только внешне, кстати. Это не обязательно там прям. Итак, что можно сказать о ваших новых знакомствах? Потому что все очень как-то началось с того, что, в общем-то, есть кто-то, кто пасет вас, грубо говоря, он же у вас есть. Потом какая-то движуха, бывшие пошли, еще раз бывшие. Какие-то новые знакомства все-таки, да, кто гадает на личную жизнь, возможно, ну, все-таки большинство это те, которые недовольны все-таки сегодняшней жизнью, да, которых интересуют какие-то новые... О, все, тут мужиков. Очень много мужских фигур, начиная с вестника кубков, который, кстати, может означать интерес более молодого мужчин, более молодых мужчин, кстати. Тут еще, значит, фигура какого, кто-то есть у вас, как говорится, ваш вариант, который уже у вас есть, стабилизец какой-то, стабильный. Вот, а у вас еще будет мужик. Смотрите, знакомство. Мужчина, ох, он и вредный. Мужчина, ну мы сейчас разберем его, поскольку тут уже пошли, и их немало, и бывших несколько, и настоящие у вас есть. Еще вам будете интересоваться молодые ребята. Потом это моложе вас. Хорошо. Есть интерес мужчина, который появится, ну, он так, знаете, жесткий пацан такой. Вот он сразу... Также он может быть знаком меча. Это водолей у нас близнец и весы. Может по профессии он быть какой-то юрист. Кто у нас еще может быть? Хирург. Журналист, программист. Это профессия меча. Сейчас узнаем о нем. Так, при каких обстоятельствах все-таки это будет знакомство, поскольку тут уже вытекает, что это вообще такое. Вообще ниоткуда. Обстоятельства на расслабоне. Вот вы ничего не делаете. Даже, может быть, это какой-то период отдыха, какая-то прогулка, где вы ушли от всех, проблем, хотите просто какую-то сделать себе передышку. Чего он от вас хотеть будет? Что за место? В каком это месте? Ой, что это за место? Типа бродила место, где люди страдают. Ну, это, кстати, может быть какой-то бродила по кладбищу, поскольку у меня среди клиентов много, да, людей, которые все-таки интересуются эзотерикой. Ну что, это место, возможно, как-то связано с, ну, там, кладбище, место, где кого-то поминают. Также это может быть памятник какой-то, где каким-то событием. Поскольку вы знакомитесь с этим человеком в этих вот при каких-то, где вы совершенно не страдаете, но место говорит о том, что там что-то такое происходило. Вот. Или, может, какое-то наследство оформляют там люди. Вот что-то там такое происходит, серьезное. Можно даже сказать, трагическое. Ну, итак, тут новый, как будут развиваться отношения вообще, что он от вас будет хотеть. Ой, мама, слушайте, ну тут интересный вариант пошел. Ну, что он будет вас хотеть? Привлечь к себе внимание, во-первых. Во-вторых, какая-то конкуренция. Тут, судя по всему, их даже двое будет. И либо они друг друга знают, либо вы будете с мужчиной. Ну, тут, в общем, тут какой-то бурный. 1, 2. Тут столько мужиков нападало. Ну что? Что он будет хотеть? Он будет очень быстро вас хотеть, могу сказать.
так. Быстро вас хотеть, отбить, получить, привлечь к себе внимание. Ну, ладно. Что вы выберете, что будет дальше? Вообще тут, в общем, бурный вариант. Много мужских фигур. Все вас прям один на запасной сидит, бывшие повсплывали. Но я так вижу, что все-таки новые, более интересные. Ребята, сейчас посмотрим, что же этот человек финансовый, или с какой он вообще перспективой. Начинается как страсть. Страсть, ревность. О, денег у него нет, либо у него какой-то упадок. В общем, так, ну вот это начинается. Ну что же, ну понятно. Когда нету денег, надо брать другим. Так, печально. Тут уже мне не нравится. Ладно, давайте так. К какому итогу вы придете, потому что тут я же говорю, что их может быть у вас знакомство с двумя сразу, либо они друзья, либо они как-то находятся вместе. Но кто-то из них, явно тот, кто самый активный, он будет что-то у него какие-то материальные проблемы, или он недоволен своей жизнью, вот материальной. Ладно, что он можно сказать про его профессию? О, справедливость. Так, ну он решала суд по справедливости, опять указывает скорее на военную профессию, профессию юриста, военного, также человек, который решает какие-то кризисы, улаживает. Ну, может даже физические какие-то кризисы, допустим, там, да. Так. Дальше. Руководитель может быть. Чего же у него денег-то нет? Так, ладно, кого вы выберете, что по итогу для вас это будет? Будут эти отношения. О, будете висеть какой-то жертвой. Не сможете выбрать, вжертвуетесь, приносите себя в жертву кому-то из них. Давайте так. С кем вы по итогу останетесь, какое вы решение примете? Бессилие. Ну что ж вы так? Вы запутались в этих мужиках. Вам страшно принять решение, тем более, что тут материальный вопрос как бы для вас не ясен. Ничего не делаете. Тут страсти, мордасти по вам кипят. Какие чувства вы будете ли испытывать к этим людям? Кому-то из них чувства. Ой, еще один появится. Ой, мама мия. Еще один отшельник у вас появится. И вот этот, он самый такой хитрый. Причем отшельник скорее может указывать на такого, который что-то у вас такое популярное. Жутко популярное в этом году. Главное, что нигде действительно не стоит делать. Вы медлите. Ну, видите, вас этот отшельник, видимо, выдернет окончательно из этой вот череды, потому что выбрать вы никого не можете, висите, преданы какому-то там стабильному варианту, я так поняла, вот в этом подвешенном. Что этот отшельник вам принесет? Господи, страсти-то какие. Что-то выяснится. Или также, ну, скорее всего, это мужская фигура. Он, может, кстати, тоже он эзотерик. Человек, который занимается чужими тайнами. Исследователь. Ну, тут профессор, который работает по ночам. Вот он что. Ну что, вы выберете деньги. И мужчина так вообще сам по себе отшельник. Учтите, что последний вариант, который вам покажется материальным, что ли, и стабильным, и планируемым, на самом вообще отшельники, он вам покажется более милым, чем он есть на самом деле. Давайте посмотрим, как вы к нему будете чувствовать. То есть для вас выбирать вы будете материально. Да, выбор у вас будет шикарный, огромный. Страсти, мордасти вы пошлете. Выберите мужчину, который вам... Он хитрый, он знает, что вам предложить, каким образом к вам подойти, и у него есть деньги, и на это вы поведетесь. Ну, тут стабильные отношения, хотя не без доли какой-то
хитрости. Все-таки отшельник он у нас. Ну, он хочет вас поучить, он вас поучит. Будете ли вы довольны? Ой, слушайте, вы будете довольны, так выше крыши. Вот это. Тут столько мужиков нападал, какие хочешь. И, ну, просто завал. Ну что, готовьтесь, тут просто какой-то интересный вариант. Да, вы будете довольны, и эмоционально в первую очередь. Такого фурора у вас еще не было. Дальше смотрим. Второй вариант. А тут как бы про семейную жизнь трудно сказать. Я не вижу. Тут просто такой завал, что зачем тут семейная жизнь. Тут и деньги, и старые, и новые, и любовники. И тут просто смысл наслаждаться моментом. Так, второй вариант. В каком настроении вы входите? Луна. Вас что-то печалит. Печаль это может быть относиться совершенно не к любовной жизни. Какое-то мрачное настроение, какая-то тревога, бессонница. Это может быть связано с другими вопросами, самочувствием, депрессия. Также вы чувствуете, что может быть какая-то магия на вашу жизнь, на любовную сферу, что какая-то давняя боль, может быть, присутствует. Она не отпустила вас. Дальше смотрим. Что можно сказать о сегодняшнем положении? Вы застряли в прошлом, оно вас тянет, оно вас мучает, оно возвращается, вы хотите с ним расстаться, не можете наконец поставить точку. Может быть, этот человек болтается, к вам снова появляется. Да, застряли. Ладно. Что можно сказать? Ну, тут бывший. Что? Ой. Вы подвисли в прошлом. Конкретно. И из этого вы запутались, вы ничего не предпринимаете, вы висите и висите, ничего не делаете. Какая личная жизнь? Вы думаете о прошлом, оно не исчерпало какой-то вот для вас смысл, вы эмоционально к этому привязаны, и вам не хочется да ничего делать, вот вам хочется болтаться в этом. Да что ж такое, да. Тем не менее, насколько вы будете привлекательны для мужского пола. Вау. Господи. Так. Господи, мужики на вас полезут самые-самые разные. Вы неожиданно это обнаружите. Наверное, уже вы слишком так долго висели, что в этом состоянии застрявшем, что, как говорится, как пробка выстрелит ваша привлекательность, как ваш потенциал попрет. Возможно, что вы такая вот артистичная натура, также как какой-то необычной внешности, необычным как-то подаете себя, какая-то творческая натура. То есть вот вас так мужчины видят, что вы классная, такая необычная, привлекательная. То есть вы сразу выделяетесь на фоне всего. Так, это крышесносная дама. Дама, кажется, с приколом, ну такая. Что можно сказать про бывших? О, мама мия. Не, ну бывший, конечно, не пускает. Вот он вас... Может появиться бывший, причем говорит, что он вас любит, висеть у вас на хвосте конкретно, прям любовь. Все. Вы все никак не можете из этого выйти. Как только вы решили, вы стали действительно... Тут много старших арканов. Ну что, будет бывший, который будет вам в любви клясться. Что-то прям такое. Ладно, итог по бывшему на год. Что можно сказать? О, мама мия, все. Тут не ясно, какой бывший, потом ли вы, которым вы страдали. Но что могу про него сказать? Что он пентакль. Похоже, что он пентакль. Либо он человек такой финансового, стабильный, земной, планируемый. То есть у вас с ним что-то... Ну, сейчас посмотрим про новых, конечно. Что-то тут... Тот ли, по которому вы страдали, что он долго-долго висел, и вот здрасте. У нас бывший. Что новые знакомства? Вау. Так, тут какие-то страсти, мордасти. Причем
Ситуация будет какая-то разворачиваться. В каких-то жестких условиях. То есть что-то будет очень быстро, неожиданно. Вплоть до того, как говорится, перша ночь, в первый же день переспали, что-то необычно. Или какая-то критическая ситуация, в которой у вас начинает развиваться любовь, морковь. Давайте посмотрим, что это за любовь. Ой-ой-ой. Так. Ну, это связано, какое-то знакомство, кстати, связано с какой-то компанией, друзья, подруги, родственники. Просто вот там, где... в какой ситуации это все. Друзья, знакомые, может быть, обращение за какому-то магу. Маг это может быть и любой специалист. Любой специалист, ну, такого высокого уровня, там, врач, юрист, учитель какой-то, преподаватель, какой-то там специалист какой-то области. То есть вот так вот. Вам неожиданно развивается через знакомых какой-то. Что это будет за место? Место отчаяния, где люди ищут помощь. Ё-моё, да что ж такое? Какая-то помощь. Прям какая-то помощь, вы пойдете и вот нате. И вот нате вам. Так, причем, ну как? Что же это будет такое? Что по итогу тут? Никаких усилий вы прилагать не будете. Вообще похоже на краткосрочный. Давайте так. Что по итогу будет происходить? По итогам года будет с бывшим? Ой, мамочки, поругаетесь вы с ним. Будете ругаться на ножах. Ну, я думаю, что... Так, что с этим новым романом? Ой, вы тут страшное. Не, ну... Вот недаром вы, этот бывший... на бывшего все очень плохо падало. И он вас не пускал, и печалил, и все выматывал. Понятно, почему он к вам пойдет. Тут у вас брак, кстати. Уж не знаю, что же это за брак такой. Брак Солнца. Ну, омрачен он, конечно, будет, да, вот, потому что вам будет бывший меня. Давайте так, будете ли вы довольны этим браком? Будет ли это для вас? Давайте, будете ли эмоционально довольны? Ой-ой-ой. Так, тут будет нюанс, почему Солнце северное, Верховная Жрица перевернута. Тут будет замешано. Так, либо этого мужичка какая-то женщина, какие-то тайны попрут про него. Ну, в целом, да, особенно сексуальная сторона вопроса. Так, оно материально. Что тут мужик он? Что-то у вас он без... Тут женщина есть, она оттягивает от него материальные ресурсы, к сожалению. Женщина это может быть и жинка какая-то, жена бывшая какая-то, и родственница. Так, а ну давайте посмотрим. И ревность, да. Тут, в общем, вам мужчина с прицепом, да, такой вот он, с какими-то своими расходами. Ну, как бы брак. Давайте будущее с этим мужиком. У вас будущее, кстати, будет. Деньги он умеет зарабатывать. Недаром он у нас маг. Вот, но момент такой будет, что вам придется бороться с этой женой какой-то, с этими родственниками. Вот так. Ну, все будет по его инициативе. Зато тут у вас, ну, их двое будет. Фактически двое. Больше нет. И все это будет для вас так, начинается с грусти, заканчивается какое-то очень опасное приключение. Вообще вот это вот вся эта история, как бы по краю вы ходите. Ну вот каким-то чудом, видимо, у вас так звезды сложились, что вы идите сухой из воды. Третий вариант. С чем вы входите в эту историю, в этот Новый год? Вестник мечей. Раздражение, хлопоты, мелкие дрязги, разборки, хлопоты с детьми, проблемы, которые вас тяготят, раздражают, может быть, противоположный пол. Так, наши, кто у нас? Что можно сказать о сегодняшней ситуации? У вас больше
Вы не видите выхода в том, что с вами происходит в личной жизни, либо заняты своим материальным вопросом, вас тоже сильно беспокоит. В общем, вы можете быть не бедной женщиной, тем не менее ваши материальные вопросы для вас важнее. Ну и в целом тут нет какого-то понимания, есть какое-то понимание, что вы не можете положиться вот на этих мужчин, что особенно те, которые у вас есть на сегодняшний день. Так, что можно сказать по бывшему? Слушайте, да что такое всех бывших? У всех поперли бывший. Бывший император. Да у вас появится бывший ваш. А если у вас их несколько, ну имейте в виду, что бывший этот появится с помощью, с покровительством, если он у вас такой и был, если у вас среди бывших был такой император, вот он будет вам покровительствовать. То есть он решил стать благородным, он решил вам помогать. Давайте посмотрим, что это у вас. А с другой стороны, император, он немножко навязчивый у нас, он диктует всегда свои условия, он, конечно, хочет, и это не про чувства. Император, он все-таки у нас такой, вот знаете, по правилам весь. Это человек, который держит вас на контроле. Он просто держит вас на контроле. Есть от этого радость. Давайте будем смотреть, что будет все-таки происходить с этим бывшим. Ой-ой-ой. У вас очень жестко друг с другом. Вы раздражаете друг друга. Нет, что вы его... Как бы он ни старался быть благородным, что-то вас это напрягает. Ладно. Будет ли, может, это что-то из-за ребенка, какие-то разборки. Что будет по итогу? Нет, не сможете с ним. Нет, бывший отпадает. Ну ладно, сейчас смотрим дальше, что будет происходить. Насколько вы привлекательны будете вы теперь, у кого будете привлекать. У вас еще мужчина будет. Вы будете привлекать земных, абсолютно спокойных вот людей. Это и отношения без каких-либо там... Сейчас узнаем, что... Да, вы привлекаете людей таких, как вы сама. Спокойных, планируемых. Может быть, не слишком эмоциональных. Таких земных дядек. Мужиков. Так, король пентаклей. Вы привлекательны. Вы привлекательны, особенно вот таким деловым людям. Людям спокойным, людям планируемым, что ли, людям с финансовым каким-то достатком. То есть люди, которые взрослые, управляют своей жизнью уже, это как короли, созревшие. Что можно сказать про новые отношения? Солнце, да? То есть смотрю, что во всех вариантах тут брак. У вас будут новые отношения, причем вы сразу поймете, что это отношения для брака. По крайней мере, это ясность наступит, буквально там в первые же дни знакомства. Человек этот будет с конкретным, совершенно твердой позицией своей, жизненной, семейной. То есть тут даже не знаю, есть смысл гадать дальше. Бывший появится, но вы не сможете договориться с ним. Тут и чувств никаких нет, ни вы к нему, ни он к вам. А вот этот, давайте так, что он вот появился, будет ли вы довольны, что это за знакомство? Вы будете сомневаться, он вам не понравится сразу, этот человек. Человек достаточно резких, может быть, высказываний таких крайних. Вы где-то вот, знаете, на уровне компромисса с ним общаетесь, обсуждаете какие-то темы. Что можно сказать о месте знакомства? Что у всех справедливость какая-то. Место знакомства, решение юридических вопросов, всякие места, где что-то оформляют, подписывают, суды, документацию. Также справедливость — это там, где принимают также какие-то важные жизненные вопросы. Ну, там заседания Рады. Что это у нас?
Справедливость. Где, ну, то есть это как учреждение, похоже, все-таки. Учреждение. Что можно сказать об этом человеке? А, его профессии. Ой, как он богатый. Он финансист, он бизнесмен. У него все схвачено, у него за все заплачено. Я так вижу, он с самого начала стал королем Пентаклей. Тут богатый брак. Сейчас посмотрим, что там за чувства у вас. Что он вас решил так прям. Так, что вы будете испытывать? Он вас будет все время пугать, что-то вас будет бояться, что-то вы чего-то так к нему настороженно. Что он к вам испытывать будет? Господи, он хочет спокойной жизни, он хочет... Вот он такой... Может быть, он еще все-таки немножко жадный, знаете, прицениваться будет. Он не эмоциональный, он хочет получить какую-то стабильные вот какие-то отношения. Он увидел у вас такую женщину, на которую можно рассчитывать, что вот вы будете без истерик, что вы не будете ему морочить голову. Он думает, о, минимизирую свои, как говорится, расходы, не только материальные, но и моральные. Он видит. И типа, вот давай жениться, давай это, все, у меня все есть. Давайте, будете ли вы довольны, какое решение вы по нем примете? То у вас еще дети могут быть, смотрите. Вы примете это решение, потому что оно будет вам выгодно, что ли. Он вас убедит материально. Так, ну давайте с карта совет, что тут какая-то странная ситуация. Будет ли у вас какие-то чувства? Что, шут? Вы знаете, вы должны рискнуть. Какой-то вот есть в этом момент риска, даже карта шут об этом говорит. Но вы убедитесь в том, что вы не зря рискнули. Момент чувств этот появится. Дайте, не сопротивляйтесь. Такая же, как говорится, судьба. Тут что такое бурное у всех. В общем, 3 варианта я смотрю. Какими-то наполнены. Разные, конечно. Но видите, как в 2 вариантах браки. Вот так. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты под этим видео. Пожалуйста, пишите только в письменном виде. Все мои услуги платные. До свидания.